Добрый день! Мы продолжаем говорить о 16 небесных искусствах, о качествах души, вроде бы незримых, неосязаемых, но пронизывающих собою всю нашу жизнь. Эти вечные ценности, эти искусства делают наши действия успешными, точными и красивыми. Именно эти ценности разделяют все люди, все души на земле. Они роднят нас друг с другом и со Всевышним. И именно поэтому они так важны в нынешнее, нелегкое для человечества время, когда то, что ранее казалось незыблемым, уходит из-под ног. А эти ценности являются надежной опорой во все времена. И если вы пока не смотрели наши выпуски, посвященные искусству достойно держаться, искусству реформировать, освежать и развивать, предлагаем вам сделать это на нашем канале. А сегодняшняя наша тема – искусство быть счастливым и делать счастливыми других. Счастье, бодрое, радостное настроение, конечно, делают нас и наши действия красивыми, притягательными. С этим согласятся все. Но оказывается, к тому же наше счастье делает наши решения и шаги точными и, следовательно, приводящими к успеху. Каков механизм этого? Откуда берется счастье? Почему иногда мы теряем его? Можно ли быть счастливым иногда, а иногда несчастным? Нормально ли это? И возможно ли быть счастливым всегда? Об этом в нашем сегодняшнем разговоре с Диди Сантош, который мы предлагаем вашему вниманию. Давайте же посмотрим и послушаем вместе. Как бы вы ни спешили, куда бы вы ни опаздывали, кто бы вас ни ожидал, всегда оставайтесь спокойны и радостны. How many can say, I will be happy tomorrow, I will be happy day after tomorrow? It is final. Кто из вас может сказать, что я буду счастлив завтра, буду счастлив послезавтра? Это уже наверняка. So that's why we are here, because we, of course, are happy. We won't say that I am in desperate situation. Okay, I am happy. But when comes but, I am not sure what can happen tomorrow. There everything starts. И как раз поэтому мы сегодня здесь, потому что мы говорим, что да, сегодня я, конечно, счастлив, раз ничего такого не происходит, но вот это «но» возникает, но я не уверен насчет того, что будет завтра. Isn't it? Да? And even if not all are saying I am happy, okay, if 90% of us in the whole are happy and 10%, 3 persons, 4 persons are such who are not happy, how long the happiness of 90% can stay? И если даже вот сейчас не 100% счастливы, да, пускай даже на 90% те, кто сидят в зале, счастливы, но есть 10 человек, пусть 3 человека, пусть 2 человека,
в зале, которые несчастливы, то тогда как долго будет сохраняться счастье 90%? Right? The Да? one who is happy gets lost in the atmosphere, but one who is not happy pulls the attention, attracts the attention. Тот, кто счастлив, он вот только растворяется в этой общей атмосфере. А тот, кто несчастлив, он притягивает к себе внимание, он обращает на себя внимание. Isn't it? Да? If there is some very good dish in your home, okay, it's fine, it may go unnoticed, but if something is burning in your home in the kitchen, Да, если у вас дома приготовлено какое-то очень хорошее, очень вкусное блюдо, это все-таки может пройти незамеченным. А вот если у вас дома на кухне что-то сгорело, but at least this becomes clear that happiness will always remain a cushion for me unless all are not happy. и, по крайней мере, вот эта вещь ясна. Счастье всегда будет оставаться для меня под вопросом до тех пор, пока счастливы не все. Isn't it? Правильно? Да? 95, а 3 нет, они полное внимание привыкли. Isn't it? Да. So we will have to bother about that. И, конечно, нам придется беспокоиться на этот счет. So then question comes that is this happiness something which is a dish or which is an experience of some time and some time not there, or is something which I should be having always? И тогда возникает вопрос, счастье – это какое-то блюдо или это какое-то переживание, которое может иногда ко мне приходить? Или же счастье – это что-то такое, что я должен ощущать всегда? Right? What do you think? Вы как считаете? The happiness is something which should always be there, or is something occasional experience or a frequent experience, but it's not possible to have happiness always. Счастье – это нечто такое, что у меня должно быть постоянно, или это какое-то разовое переживание, или пусть и даже часто приходящее ко мне, но не то, которое сохраняется всегда? If you would start thinking of a reply coming from your physical identity, you would definitely say it's not possible to be happy always. Если вы сейчас начнете думать над этим ответом, исходя из представления о своем физическом «я», то наверняка вы ответите, что быть счастливым всегда – это невозможно. Because if you are this only, anything happen by the time you go down, you just come down the staircase, your leg slips, and so happiness has finished, sorrow started. То есть, если вы вот это физическое и все, то тогда что угодно может произойти в любой момент. Вот прямо сейчас вы спускаетесь, выходя отсюда по лестнице, оступились, что-нибудь себе сломали, упали, и все, счастья нет, и начинаются страдания. Не хотим, что так было, но, например, or you, if you drive, you know what happens on the road. Или вы садитесь за руль, и вы знаете, что бывает на улицах. So therefore, these things, if I start thinking physically, I would always say, no, it's not possible to be happy always. То есть, если я буду думать об этих, о физических вещах, то я скажу, что нет, быть счастливым постоянно – это невозможно. Right? We will say like that. Да, мы так и скажем. But still, we all always try to be happy. Но ведь все равно мы все время пытаемся быть счастливы. So the practical reality which is in front of us, but our aspiration from the heart, why they are so different? То есть вот эта действительность, то, что перед нами, это с одной стороны, и с другой устремление нашего сердца. Почему настолько большая разница? Heart always wants to be happy, but in practical reality, we are in full belief that we can't be happy always. Сердцу хочется, чтобы мы были счастливы постоянно, а в этой действительности мы не можем быть постоянно счастливыми. Isn't it? Да? What our song says, what our culture says. О чем наши песни говорят, наша культура? Our all efforts, human efforts, our songs always say of constant experience of goodness, constant happiness, constant attainment, constant prosperity.
Наши усилия людей, наши песни и так далее, они все говорят об этом, да? Постоянное счастье, постоянное достижение навсегда. Да? Человек должен желать, человек должен создать это, человек должен стремить. Да? Пусть всегда будет счастье. Не скажем ли, пусть по понедельникам будет счастье. Говорим? We never say like that. Мы же вот не так говорим. Always we want to be happy, and that's what we try for, strive for. Мы хотим быть счастливыми всегда, и мы к этому стремимся. But the question is, why it is not possible for us lies in lack of the true realization about the self. И вопрос, почему для нас это невозможно всегда, это заключается в нехватке истинного самосознания. Most of the time, or almost all of the time in the day, in the week, in the year, in our life, we are aware of only one identity, one truth of our life. По большей части в своей жизни, большую часть дня, недели, месяца, года мы сознаем лишь одну часть нашей сущности, реальности нашей жизни, Physical part. то есть физическую часть. And in terms of this identity, happiness is something which always comes from outside. И что касается вот этой физической части, счастье – это нечто такое, что всегда приходит к нам извне. I saw something good, I became happy. I heard something good, I became happy. Увидел что-то хорошее и обрадовался, услышал что-то хорошее и обрадовался. Some good dish I tasted, I was very happy, Попробовал какое-то очень вкусное блюдо и был очень счастлив. That is experience of happiness when I am conscious of my physical identity only is some input coming through the physical senses, five physical senses. Я себя воспринимаю как вот это физическое существо, ощущение счастья связано только с чем-то таким, что ко мне приходит через эти 5 физических же органов чувств. And which means more and more. Today I am happy with this, but tomorrow I won't be happy with this. А это означает, что этого нужно больше, больше. Сегодня я рад вот этому, а завтра мне уже столько будет недостаточно. Да? Сегодня у меня был борщ и сметана, а у соседки оказались еще и там пирожки. So that's it. My happiness finished. И все, и мое счастье уже закончилось. So had it been only to борщ and smetana and pirashki, that would be much better, but it gets connected to each and everything. Но если бы это было связано только с борщом со сметаной и с пирожками, это бы еще ничего, но это же связывается вообще совершенно со всем. So that is what physical I have today, which is making me happy, is no more sufficient for tomorrow to keep me happy. То есть то физическое, то материальное, что у меня есть сегодня и что меня сегодня делает счастливым, завтра этого уже будет недостаточно, чтобы я оставался счастлив. Yes? That is why I can't say I will be happy tomorrow or not. И поэтому я не могу утверждать, я завтра буду счастлив или не буду. Because for me, the experience of happiness today is whole solely connected with this person. Потому что для меня сегодня ощущение счастья целиком и полностью связано вот с этим человеком. Or it is dependent on this place, or it is dependent upon this amount of money or this work. Или же это счастье зависит от конкретного места, где я нахожусь, или от определенного количества денег, или от определенной работы. Isn't it? Right? Правильно? So that is why we say, but still question comes, why we then aspire for being happy all the time? Но вопрос-то все равно остается. А почему тогда мы стремимся быть счастливыми все время? So it means there is another identity of mine which I consider me, which is always looking for a constancy in the experience of happiness. А это показывает, что у меня есть и другая сторона моей сущности, которая постоянно стремится к этому, к ощущению постоянного счастья. Or better to say that that is my true identity and this is my
temporary identity. Или лучше сказать, это и есть моя истинная сущность, а то физическое – это временное. And that true identity from time to time seems saying, well, I don't want anything, but let me be happy, that's all. И вот эта истинная сущность моя, она мне время от времени говорит, ладно, Мы другим говорим, да, такой язык. I don't want anything, let me be. ладно, вот ничего другого не хочу, но хочу быть счастлив. Не хотите дать это, не хотите это делать, нет. Оставьте мне покой, я хочу быть счастлив. Isn't it? Да? So that me always at last resort will be of peace and happiness. No matter all other experiences are also important, but last resort is always peace and happiness. То есть вот для этого я, хотя, конечно, другие вещи тоже очень важны, другие переживания тоже очень важны, но последним прибежищем все равно остаются покой и счастье. Isn't it? Да? Nothing is there, but at least this much I want to have and stop at this point. Пусть даже ничего другого нет, но, по крайней мере, вот это я хочу иметь. И вот на этом остановимся. There is a word in Hindi which is called dukh. На хинди есть такое слово «дух». And if you just get the translation in Russian, you will get it as, yes. Если просто в переводе на русский язык, то это страдание. So dukh is much more than stradani, Но дух – это гораздо больше, чем просто страдание. right? Да? When there is depression, frustration, and absolutely loss of hope, something which has entered into you and you are not able to get free from that. Это и безнадежность, и отчаяние, и депрессия. Вот что-то такое проникло очень глубоко внутрь, и вам никак не удается от этого освободиться. And in the different cultures and religions, for a long time we had been always thinking about God as the one who removes. И в различных культурах, в религиях мы о Боге всегда думаем как об устраняющем страдания. Right? Or at least we feel that He's the one who removes the sorrow, who does not give sorrow. Или, по крайней мере, мы чувствуем, что Он – это тот, кто страдания устраняет, а не тот, кто их причиняет. Otherwise, why we need to remember Him? А иначе зачем нам нужно было бы помнить о Нем? Because people here definitely are capable of giving sorrow, but there is someone who does not give sorrow. Люди здесь, конечно, они способны причинить боль, причинить страдания, но есть кто-то такой, кто страдания не причиняет. That is why we think of Him as Dukha Harta Sukha Karta. И поэтому мы думаем о Нем, называя Его Дух Харта, Сух Карта, Remover of sorrow and creator of happiness. устраняющий наше страдание и создатель счастья. So a wonderful question comes again. И тогда опять же возникает интересный вопрос. We are here. Мы здесь. We think of someone who is remover of sorrow and creator of happiness. Мы думаем о ком-то, кто устраняет страдания и приносит счастье. Наподобие хирурга, врача, the one who removes the sickness and returns the health. Наподобие врача, который вылечивает от болезни, возвращает здоровье. Okay, then question comes. Хорошо. И тогда возникает вопрос. Sickness is yours or health is something which is yours? Что ваше? Болезни или здоровье? Болезнь чужая, пришла отвне, а вас захватила. Поэтому вы идете к врачу, просите, избавь меня от этой болезни. От своей-то вы не хотите избавиться, right? So if we think of God as the one remover of sorrow and creator of happiness, И вот если мы думаем о Боге как об устраняющем страдания и как о создателе счастья, what does it say? то что это говорит? Happiness is mine. Что счастье, оно мое.
Счастье – это не разовое переживание. Я хочу быть счастлив всегда, и у меня есть на это право. Быть счастливым – это для меня естественно. Счастье – это моя собственность. Я не буду передавать свое счастье в руки ситуаций или проблем. So here comes the art of remaining happy. И вот как раз здесь речь заходит об искусстве оставаться счастливым. If something is mine, something is good, to be able to have it, to be able to share it. Если это что-то мое, и если это что-то хорошее, способность это сохранять у себя и способность этим делиться. At the time when it is becoming rare and rare experience. В те времена, когда вот этот опыт, это переживание становится редкостью. Sickness is not ours, health is ours. Болезнь – это не что-то наше, здоровье – наше. But we become sick, yes? Но мы же It's not our заболеваем, да? original part of our nature to remain sick. Мы заболеваем, мы становимся больными. Это не наша изначальная природа – болеть. So therefore, in this atmosphere where we are now, it's called art of remaining healthy. If I am able to be healthy more and more time. И вот почему в той атмосфере, где мы сейчас живем, это называется искусством сохранять здоровье, да? Если мне удается оставаться здоровым как можно дольше. So there is happiness which sprouts from something, enters, I experience through something, and then there is happiness from within. То есть есть какое-то счастье, которое порождается чем-то там снаружи, и что я впускаю внутрь себя, а есть счастье изнутри. Because of the languages, we have got caught into many problems about spiritual wisdom. Из-за разницы в языках мы оказались в проблемах вот насчет духовной мудрости. Right? We have only one word, счастье. У нас есть одно слово только «счастье». Yeah? But in fact, this is the pleasure. This is just the pleasure, physical pleasure. Но это и наслаждение, физическое наслаждение. Yes. But there is what is inner happiness. There is another word for that in Hindi, which is called sukha. А для вот этого внутреннего счастья на хинди есть еще одно слово «сукха». Which is not that kind of pleasure. Это не наслаждение чем-то физическим, внешним. Вы можете, может быть, наслаждаться вкусной пищей, хорошо одетой, украшений достаточно, сидите в богатой машине, дом хороший, а при этом, то есть у вас все предметы наслаждения, и вы сполна наслаждаетесь, но вы не счастливы. Вполне возможно. So that inner happiness is called sukha. И вот такое внутреннее ощущение счастья называется сукх. So sukh and dukh, absence of this sukh is called sorrow. Сукх и по контрасту дух. Отсутствие вот этого переживания сукх и называется страданием. There may or may not be the things of material pleasure, or they may not be sufficient, or they may not be guarantee in them, but still it is possible to be very sukhi, very happy. Какие-то материальные наслаждения, физические наслаждения могут быть доступны, могут быть недоступны. За них можно ручаться или нет, но при этом все равно можно оставаться сукхи, то есть оставаться в таком внутреннем счастье. Right? So when this inner happiness does not come and go with the things and people coming and going from my life. Когда это внутреннее счастье не приходит и уходит вместе с вещами, с людьми, которые в мою жизнь то входят, то покидают ее. Да? Это произошло, счастливо, этот ушел, счастливо, не пришел, несчастливо. No, it's not like that. Это не так. So, therefore, that kind of happiness which is always in my hand is true happiness because it's not influenced by anything. It's in my hand always. И вот такого рода счастье, которое никогда не находится под влиянием чего-то внешнего, всегда
в моих руках это и есть настоящее счастье. And how you resonate that happiness, how you vibrate that happiness, И как вибрации этого счастья от вас расходятся. how that happiness is seen, which is in you. Как это увидеть? Это счастье, которое есть там у вас внутри. The inner happiness is spread in the atmosphere through your thoughts, through your feelings. Это внутреннее счастье расходится в атмосфере вокруг вас посредством ваших мыслей, ваших чувств. And for physical pleasures, you will always have to show and speak about. Что касается физических каких-то удовольствий, наслаждений, вам всегда придется это показать или сказать об этом. The inner happiness, it spreads without your saying, without it. It goes miles away. It goes in the universe. А внутреннее счастье, оно просто расходится и безо всяких ваших слов на многие километры, оно распространяется во всей Вселенной. Why? Почему? Because that is the energy of the soul. It's my energy. I am a spiritual being, certainly, because I think, I say I am, I exist. That's why I am spiritual. Because material body is not a spiritual entity. It is me, the spiritual entity. Это расходится от меня, как от духовного существа, души. А я действительно такое духовное, сознательное существо, потому что я думаю, я ощущаю свое существование. So, because experience has a connection with the consciousness, Потому что переживания, ощущения, они связаны с сознанием. it means if I have to make the experience of happiness constant, permanent, I have to do a shift in my consciousness. И это означает, что если я хочу сделать вот это переживание счастья постоянным, мне нужно произвести определенные сдвиги в своем сознании, In my thinking, в моем образе мышления. that's what is called the art. И вот это и называется искусством. The art of remaining happy means art of thinking right, thinking spiritual. Искусство всегда оставаться счастливым – это значит искусство думать правильно, думать духовно. Because if you think of yourself in terms of body only, happiness certainly cannot be permanent in terms of physical only. Потому что если вы себя мыслите только как это тело, то счастье, конечно, не сможет быть постоянным, просто как физическое что-то. But when you think of yourself in terms of soul, spiritual entity, consciousness, it's always in your hand. Your happiness is always in your hand. А когда вы думаете о себе как о душе, как о духовном, сознательном существе, то тогда Мысли чили, счастье все время в ваших руках. right? You had an accident months ago. Да, 6 месяцев тому назад вы попали в аварию. Не вы, кто-то. And you lost your very good car. И потеряли свою очень хорошую машину. You started, settling the matters connected with your car, insurance, and your whatever physical loss you had. И начали улаживать все вопросы, связанные с потерей машины, страховка, какие-то другие там вещи. And ultimately you felt now everything is fine. И вот в конечном счете сейчас чувствуете, что все в порядке. You took a car on rent. Вы взяли машину на прокат. Пока у вас что-нибудь нормализуется там. And suddenly again you got accident with this rented car. И опять попадаете в аварию в этой машине, взятой на прокат. И то разбивается, допустим. What generally happens when this happens? И вот когда такое случается, обычно что происходит? Неужели? Представляете, столько людей в городе. Почему я? Why me? Again and again, Почему это со мной снова и снова? So what is this? Почему я? It's a thought. А вот это «почему я» – это что такое? Это мысль. So is this the only option, Но это единственный вариант, который я могла создать? Или существуют варианты? There is option.
варианты есть. What option is generally suggested to us? Какой вариант обычно нам предлагается? Нам предлагается, да? Читаем же книги духовные, религиозные, все проповеди слушаете, да? Что говорят? Everything for benefit, Что все на благо. right? Правильно? So I create this option. Хорошо, я использую этот вариант. First, I have the option that why me? Первый вариант у меня был, почему это со мной? Я казалось, что тяжеловато, спать не могу с этой мыслью. Тогда я начинаю думать, все на благо, все на благо, все на благо. But after few thoughts, again the question, Но спустя несколько таких мыслей опять вопрос. какая благо тут? My leg is breaking again and again, my car is breaking again and again. Я себе снова и снова то ногу ломаю, то машину разбиваю. And why me again and again? И почему это со мной снова и снова? So again the same mistake. То есть, опять же, делается та же самая ошибка. See, subtle mistake. The creator of the thought is spiritual being. Смотрите, это тонкая ошибка. Создатель мысли – это духовное существо. But is creating the thought on the basis of physical aspects. Но оно, это сознательное существо, создает мысль на основе физических аспектов. Can thought be broken? Leg can be broken, but after the thought be broken. Нога, да, в аварию можно попасть, и будет перелом ноги. А перелом мысли возможен? Thought can be broken. Можно сломать мысль? Thought. Мысль. Does it happen that once your leg was broken, now you can't think complete thought? Бывает ли такое, что вот раз вы сломали ногу, то теперь мысли у вас тоже получаются неполные, не до конца? Вы половина мысли думаете. No. So this is my eternal energy. I am eternal. То есть это моя вечная энергия. Я вечный. Consciousness is eternal, forever. Сознание, оно вечное, это навсегда. I am conscious entity, soul. Я – это сознательное существо, душа. Anything can break, but not me. Что угодно может сломаться, но только не я. Okay, at physical level, I have now less privilege. И хорошо, на физическом плане у меня сейчас каких-то преимуществ меньше. And pain is there. И больно. So even if I have lot of pain, but still I can be happy. Но даже если это очень сильная боль, счастливым я все-таки могу быть. Pain and sufferings are not synonym. Боль и страдания – это не синонимы. I make the pain into suffering. Это я эту боль превращаю в страдание для себя. By thinking that I have lost everything. Думая о том, что я все потерял. Нога сломала, машина ушла. Это я несчастливый, неудачник. И все время со мной... Suffering, that is, дух comes. Страдание, дух, тогда это приходит. So I was not unhappy even if accident happened. Я не был несчастлив, даже если произошла авария. I just lost something. Просто, да, я что-то потерял. But I made myself unhappy by thinking like that. Но, думая таким образом, я самого себя сделал несчастным. So what is art of remaining happy is art of thinking happy. И поэтому искусство быть счастливым – это что такое? Это искусство думать счастливо. That I am a soul, a being of happiness. It's always with me. То есть я душа, и я воплощение счастья. Это то, что со мной всегда. Один добрый художник на свете живет, ранним утром он кисти и краски берет. И хоть с виду художник наивен и прост, под рукой его вмиг оживет
напиши мой портрет, художник. Счастье синим, любовь золотым. Невозможное сделай возможным легкой кисти движением одним. Да, движением одним. Улыбнулся художник, в глаза мне взглянул, кисти краски он ласково мне протянул, легким жестом рукою на холст указал и, помедлив с любовью, негромко сказал: напишите судьбу себе сами, счастье синим, любовь золотым, земли все покорив, с небесами, легкой кисти движением одним. Напишите судьбу себе сами, счастье синим, любовь золотым, земли все покорив, с небесами, легкой кисти движением одним. Напишите судьбу себе сами, счастье синим, любовь золотым, земли все покорив, с небесами, легкой кисти движением одним. Да, движением одним. Мы поняли, что оставаться счастливым или несчастливым – это не просто мое личное дело. Ведь мое состояние сказывается на тех, кто меня окружает. На этой неделе давайте понаблюдаем за собой. Удалось ли мне в любой обстановке сохранить счастье и поделиться им с другими? Как лампочка, включаюсь я, и в моем доме, на моем рабочем месте – везде, где я нахожусь, становится светло и уютно. Лампочка не ругает темноту. Лампочка не пытается прогнать ее. Она просто загорается сама, и тьмы как не бывало. Давайте понаблюдаем за собой. Удалось ли мне рассеять своим светом темноту уныния, отчаяния, усталости? И каждый вечер, как мы делаем каждый раз, проверяйте себя и оценивайте по 5-бальной шкале. И сравните результаты за первые и последние дни недели. Результаты вас приятно удивят. А в следующее воскресенье мы будем рады новой встрече с вами. До встречи! Мы поняли,